Солнечные камни. Из названия этих камней вроде все выглядит просто. Минералы посвящены Солнцу и богам, связанным с ними. Имеют солнечный цвет – оранжевый, желтый и золотистый. И вроде как связаны с полевыми шпатами, так как я уже их упоминал в ролике про лабрадорит. Но это только на первый взгляд. Все намного интересней. А чтобы вы лучше понимали, о чем будет идти речь, советую посмотреть два предыдущих ролика – лабрадорит и лунные камни. И сегодня я предлагаю вам узнать про солнечные камни немного больше. С вами, как всегда, Анатолий, и вы на канале T-Stone. Существует много разных историй о том, как появились солнечные камни и как их использовали. В первую очередь они связаны с греческой, египетской, скандинавской мифологией и культурой коренных американцев. Древние греки считали, что камень был изображением их бога солнца по имени Гелиос или Аполлон. Они верили, что камень упал с солнца во время солнечного затмения и в свою очередь был подарком богов. В Греции он был известен под названием гелиолит, которое и сохранилось до наших дней как одно из названий этого минерала. Этимология его древнего названия происходит от греческого слова «гелиос», что означает «солнце», и «литос» – «камень». И это очень хорошо раскрывает внутреннюю связь минерала с небесным светилом. В Древнем Египте считали, что минерал заключал в себе сияние солнца и жгучий огонь солнечного луча. Этот камень, как они верили, заряжал их энергией бога солнца Ра. Также они украшали себя солнечным камнем, приписывая ему омолаживающую силу и сравнивая его со своими божествами не только светом, но и жизнью, считая, что этот камень может оживить физическое тело. Значение солнечного камня имеет особую историю в Соединенных Штатах. Там в древних лавовых полях был найден этот минерал. По легенде, великий воин был ранен стрелой, и его кровь закапала на камни. Дух этого воина был перенесен в камни, окрасил их в красивые красные оттенки и наделил их священной силой. Солнечный камень теперь является жемчужиной штата Орегона, и в 1987 году он был объявлен официальным драгоценным камнем штата. Легенды про солнечный камень встречаются во многих культурах, но в основном с давних времен этот минерал был олицетворением богов солнца – Ра, Гелия, Сурья, Соль. Но все эти легенды относятся к одной группе минералов под названием полевой шпат. Но есть еще несколько интересных легенд, которые тоже про солнечные камни, но не про полевой шпат. Средневековые тексты и церковные описи предоставляют исторические свидетельства о том, что солнечный камень использовался скандинавскими моряками начиная с XII, а возможно и с VIII века. Солнечный камень викингов, который, как полагают, представлял собой кристалл кальцита, обладал замечательной способностью поляризовать свет и определять положение солнца. Навык неоценимый в пасмурные дни или когда солнце скрывалось за горизонтом. Название этого минерала – исландский шпат, Iceland Spar, или оптический кальцит, Optical кальцит, но у викингов он был солнечным камнем. Еще одна легенда из Древней Греции. Фаэтон, сын бога солнца Гелиоса, чтобы доказать свое божественное происхождение, решил управлять солнечной колесницей отца. Но не справился с управлением, и это привело к катастрофам на Земле. В итоге Зевс убил его молнией, чтобы остановить разрушение, а тело Фаэтона упало в реку. Его мать и сестры, превращенные Зевсом в сосны, плачут по нему, и их слезы становятся янтарем. Про янтарь у меня уже был отдельный выпуск, и поэтому сегодня мы поговорим про солнечные камни полевого шпата. А перед тем, как мы продолжим, по традиции попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. Приятного просмотра! Минералы группы полевого шпата незначительно различаются по химическому составу, и эти вариации приводят к появлению множества красивых камней, которые сильно различаются по внешнему виду. Есть две основные ветви генеалогического древа полевых шпатов. Полевые шпаты, содержащие калий, и полевые шпаты, содержащие смесь кальция и натрия. Солнечный камень в основном это плагиоклассовый полевой шпат, который представляет собой группу распространенных породообразующих минералов, состоящих из альбита, олигокласса, андезина, лабрадорита, бетовнита и анартита. Но не все полевые шпаты, носящие название солнечный камень, принадлежат к одной и той же стороне семейства полевых шпатов. Как ортокласс, так и плагиокласс могут похвастаться разновидностью полевого шпата солнечного камня. Название солнечный камень относится больше к внешнему виду, чем к его химическому составу. Поэтому можно просто выделить две группы солнечных камней – солнечный камень ортокласс и солнечный камень плагиокласс или олигокласс. Но в целом, солнечный камень – это очаровательный кристалл полевого шпата с завораживающим переливом под поверхностью. Солнечный камень, как полевой шпат, образовался в потоках расплавленной лавы. По мере того, как лава медленно выветривалась, оставались мелкие кристаллы минерала. Качественный необработанный материал встречается в древних базальтовых потоках. Значение солнечного камня часто связывают именно с красивой игрой света внутри него. Этот эффект вызывается присутствием других минералов, таких как гематит, перит, гетит, медь. Как пример,
Эффект, наблюдаемый в камнях из Индии, вызван присутствием миллионов крошечных пластинок гематита, тогда как в камнях из Орегона этот эффект вызван включениями меди. Эти включения различных минералов придают камню мерцающий внешний вид. Это еще один вид эффекта Шиллера, или кратко Шиллер, про который я говорил в видео про лабрадориты и про лунные камни. Из-за его вида и схожести блеска с камнем под названием авантюрин, обычно зеленый, желтый или оранжевый вид кварца, и получил название авантюресценция. Обычно, если в минерале присутствует этот эффект, гемологи называют этот минерал авантюриновым полевым шпатом или авантюрин полевой шпат. В основном, такие камни именно с группы плагиоклассовых шпатов. Внешний вид такого эффекта также зависит от размера включений. Если сравнивать солнечный камень артокласса и авантюрин полевой шпат, то можно сказать, что первый, богатый калием представитель семейства минералов полевого шпата, блестит прозрачно-желтым оттенком, а авантюриновый полевой шпат, сочетающий в себе кальций и натрий, может похвастаться солнечным блеском на фоне красно-коричневого цвета тела. В любом случае, каждая разновидность солнечного камня, независимо от того, к какой группе он принадлежит, демонстрирует отчетливые визуальные эффекты, что свидетельствует о типе и размере минеральных включений, которые они содержат. Химическая формула плагиоклассовых солнечных камней такая. Но минерал, богатый калием, имеет такую формулу. Солнечный камень обычно имеет цвет от оранжевого до красноватого коричневого. Его твердость составляет 6-6,5 по шкале Моose, и он широко используется в ювелирном деле из-за своей долговечности и красоты. Более непрозрачные камни полируются в кабошоны и различные фигурки, а очень прозрачный материал обычно ограняется под ювелирку. Из альтернативных имен можно перечислить такие: Орегонский солнечный камень, авантюрный полевой шпат, артокласс солнечный камень, звездный солнечный камень, олигокласс солнечный камень, лабрадорит солнечный камень. Ну и общее название – гелиолит. Самый известный и, наверное, самый красивый солнечный камень добывается в Орегоне. Эти камни из США чрезвычайно редки и уникальны тем, что обладают мерцающим эффектом благодаря включениям меди. Обычно цвет этих камней оранжевый, но его также можно найти в розовом, персиковом, красном, красно-оранжевом, красно-зеленом и сине-зеленых цветах. Они также могут быть двухцветными и трехцветными в сочетании желтого, красного, зеленого и даже фиолетовых цветов, но процент таких камней небольшой. Солнечный камень Орегона отличается от солнечных камней, найденных в других регионах мира, своим цветом, сильным плеохроизмом и отображением нескольких цветов в одном камне. Этот камень относится к лабрадориту, а точнее к лабрадорит-бетовнитовому полевому шпату. Про этот вид и его цвета можно говорить долго, и он стоит того, чтобы снять про него отдельное видео. Есть еще и норвежские камни. Эти солнечные камни оранжевого коричневого цвета, содержат примеси гетита и гематита и отличаются сияющим блеском. Танзанийские камни характеризуются серо-зеленым оттенком со сверкающим блеском, обусловленным примесью пластинчатого гематита. Некоторые красно-желтые экземпляры обладают эффектом авантюресценции или кошачьего глаза. Камни из Индии обычно имеют красно-оранжевый цвет и включение гематита, гетита и биотита, которые кажутся блестящими и переливающимися. Эти камни больше всего отличаются своей пятнистостью, красивым видом и ярким переливом. Некоторые из лучших солнечных камней артокласса добываются в районе Хартс Рейндж в Австралии. Этот материал содержит пластинки гематита и ильменита. Минерал имеет уникальный блеск всех цветов радуги, а внутреннее строение этого блеска дало ему специфическое название – солнечный камень с радужной решеткой. Думаю, понятно почему. Помимо этих стран, минерал добывается чуть ли не по всей планете. Колумбия, Китай, Германия, Бразилия, Мексика, Южная Африка, Конго и в других стран мира. Ну что ж, роль солнечного камня в истории столь же красочна, как и сам минерал, поскольку представители мировых культур использовали его в качестве декоративного элемента в ювелирных изделиях, талисманах и амулетах в течение веков. А ценители минералов и камней, дизайнеры ювелирных изделий и просто коллекционеры сегодня часто ищут утонченную красоту в этом интригующем и уникальном минерале. Надеюсь, вам понравилось и вы узнали что-то новое и необычное про солнечные камни. Не забудьте про подписку, лайк, репост. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока!